Всем салам алейкум, вы на канале. Так, как слышно меня? Звук есть. Я переключился на новую программу, которая позволяет стримить в 4К. Вот, если будет все хорошо, мы будем стримить уже вот именно в таком качестве. Так, как слышно меня? Звук есть. Так, сегодня мы поговорим о быстросъемных площадках, где несколько вариантов здесь на столе. И через 2-3 минуты мы с вами начнем. Я объясню, какими я пользовался до сих пор и какими я буду пользоваться сейчас и дальше. И почему именно такой выбор я сделал. Так, сегодня мы поговорим о быстросъемных площадках. Все, давайте приступим. Итак, быстросъемные площадки, для чего они нужны, что с ними делать, как их устанавливать, как правильно ими пользоваться. Мы с вами рассмотрим быстросъемные площадки для видео. Именно для видео они всегда выглядят вот в таком виде, как прямоугольник, да, такие продольные. Если вы видели какие-то короткие быстросъемные площадки, то есть вот такого типа, да, урезанные, то это фотоплощадки, быстросъемные площадки для фотографов. То есть почему есть некоторые видеографы, которые пользуются короткими площадками, есть, которые пользуются длинными площадками. Но основной базовой должна являться именно длинная площадка, которая вам поможет сбалансировать вашу камеру на моноподе, на кране, на трехосном стабилизаторе и так далее, и так далее. То есть, чтобы выставить правильный баланс камеры на каком-либо устройстве, вы должны иметь возможность площадку двигать вперед и назад. То есть, если у вас будет короткая какая-то фотоплощадка, урезанная, то там нет, не предусмотрены движения ни влево-вправо, ни вперед-назад. В частности, это RC площадки, RC 320, по-моему. Есть даже моноподы вот такого же типа, современные, для установки квадратной маленькой площадки, которая не двигается ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо. То есть абсолютно никак сбалансировать камеру на таком моноподе будет невозможно, если вы дополнительно сверху там не попытаетесь установить какую-то другую площадку. Вот. Поэтому здесь для видеографов очень важно иметь правильную площадку. То есть если вы возьмете, допустим, вот такую камеру тяжелую, A7 IV и 24-105, это достаточно массивная конструкция. И если мы ее установим на какую-то фотоплощадку, и она будет располагаться у нас приблизительно так, то всегда вот эта нагрузка объектива, она будет тянуть монопод, то есть головку всегда вперед. И вам придется постоянно левой рукой подталкивать этот объектив в течение всего дня наверх. Вот чтобы этого не случалось, вы должны иметь возможность балансировать вашу камеру относительно центра тяжести, чтобы нагрузка на руки была минимальна. И это очень важно. Поэтому
нужно выбрать правильную площадку, с которой вам будет удобно балансировать вашу камеру на всех устройствах одновременно. То есть если вы универсальный оператор, который может снимать на моноподе, на трехосном стабилизаторе, вот, на риге, на доле, на кране и так далее, то вам выгодно будет найти систему площадок, которая будет установлена абсолютно на все устройства и с помощью которой вы решите все проблемы сразу. То есть до сегодняшнего, ну до вчерашнего, получается, дня я пользовался вот обычными стандартными 577 площадками. И они у меня были установлены на всех устройствах. На кранах, на ригах, на плечевых упорах и так далее, и так далее. То есть я устанавливал площадку на клетку. И вот этот комплект я мог переносить на любое другое устройство просто обычным снятием камеры с одного устройства и установкой сразу на другое устройство. И это все должно быть быстро, мобильно и непринужденно. Но с появлением вот трехосного стабилизатора всегда начинаются какие-то проблемы, потому что производители новых устройств, они не предусматривают большую систему, да, экосистему предыдущих версий площадок, которые распространились по миру и так далее, которые пользуются видеографы всего мира. Вот, они же не пользуются какими-то китайскими площадками, которые малоизвестны, да, по миру. Обычно это либо Сачлер, это либо Манфротто, либо Бенро, да. У них у всех практически одинаковый форм-фактор, да, размер, и они могут перекидываться с одного штатива на другой штатив без каких-либо проблем. Вот. Но современные устройства уже не поддерживают, в частности, вот эта 577 площадка, невозможно ее установить на RS3, потому что вот этот подъем, высота у него слишком большая. То есть либо надо стачивать нижнюю часть, либо уменьшать вот этот подъем, чтобы эта площадка сюда заходила. Вот. Поэтому здесь получается проблема. Либо мы будем городить здесь несколько площадок, как я уже сделал. То есть в любом случае мы решение сначала находим с помощью доступных средств. Да? То, что дома завалялось, то, что можно подпилить, установить, присобачить и так далее. Вот. А если лучшего решения не получается, мы ищем какие-то насадки, площадки в Алиэкспрессе и пытаемся вот эту всю систему упростить, сделать минималистичной. Вот это очень важно, чтобы у вас дополнительно на ваших устройствах не было дополнительных там каких-то... Допустим, у меня есть друг, который вместо клетки там вручную присобачил какую-то железяку сюда, чтобы объективы не касались площадки, да. То есть можно купить клетку, она готовая, симпатично выглядит. А можно купить, вот сделать дома какую-то алюминиевую железяку прямоугольную, на один болт ее затянуть и к ней присобачить, прикрутить площадку. То есть либо это выглядит красиво, либо вы это делаете самоделкой какие-то у себя дома и пытаетесь с этим как-то работать, жить. Вот. Я всегда пытаюсь решить вопросы теми средствами, которые у меня есть дома, пробую, нарезаю, у меня есть шуруповерт и так далее, паяльник, я могу сделать много чего, чтобы наладить вот эту всю систему. Но с недавнего времени, получается, с получения вот этого трехосного стабилизатора RS3, нужно было помучиться, чтобы эту площадку каким-то образом переделать под все мои устройства. То есть, чтобы не затрачивать дополнительные средства на установку этой площадки на монопод, на трехосный стабилизатор, на риг, на кран, мне нужно было что-то придумать, чтобы эта площадка подходила везде. Вот разница между этими двумя площадками, то есть по ширине,
По ширине эти площадки, они абсолютно одинаковые. Единственная разница это по высоте вот этого подъема. Здесь он чуть более острый, и поэтому эта площадка, она в легкую заходит во все мои устройства, которые у меня на сегодня есть. Все устройства у меня заточены под 577 площадку. Вот. И вот какое решение я нашел. Сегодня я с вами этим решением поделюсь. Вы можете колхозить любой вариант, это ваш выбор, да, ваша камера, ваша работа. Я вам показываю, насколько мне показалось самый оптимальный и минималистичный вариант. Первое. Если у вас есть определенная модель клетки на А7-4, то без дополнительных усилий вы можете эту клетку установить то есть эту площадку установить на вашу клетку. Есть небольшое неудобство, что вот эта ручка зажима, она чуть остается, выпирает. Может быть, это и не будет никак мешать на практике, да? Но как только вы задвигаете площадку до конца, она становится идеально в центре, там, где и должна быть площадка. Вот удобство, знаете, в чем вот этой площадки? То есть, когда вы устанавливаете 577 площадку, и когда ее затягиваете на один винт или на два винта, у вас площадка так или иначе может уходить влево и вправо. То есть скручиваться во время управления на моноподе, определенного давления на камеру, у вас площадка может слегка сворачиваться либо в одну, либо в другую сторону. Вот этот вариант, он никак не сворачивается никуда, потому что он идет один к одному на салазках, он вообще никак не вращается здесь. То есть какой-то уклон здесь создать относительно клетки эта площадка просто физически не может. И это все без вкручивающихся винтов. Причем вы сами видели, что это все делается гораздо проще. То есть, чтобы установить вот эту площадку сюда, на эту камеру, да, нужна отвертка или шестигранники, 2 винта нужно, или 5-рублевая монета, и все это нужно очень хорошо затянуть. Здесь все это делается гораздо проще. Теперь мы решили проблему с площадкой от RS3 для самой RS3. То есть мы установили нашу камеру на Ronin RS3. То есть теперь у нас без дополнительных площадок, у нас все прекрасно устанавливается, остается решить проблему совместимости этой площадки со всеми остальными устройствами. И я эту проблему решил. Основная проблема в этой площадке заключается в том, что... Сейчас сниму площадку. В том, что в нижней части у нее есть вот такая рифленая салазка. То есть под шестеренки специальная салазка есть. То есть когда мы устанавливаем эту площадку на все другие устройства, некоторые фиксаторы, страховочные винты, они могут упираться вот в эту рифленую площадку. И до сегодняшнего дня мне хотелось вот эту рифленую площадку открутить. Открутить, просто ее снять. Но тогда я не смог бы плавно регулировать камеру на трехоснике RS3. Но все-таки я нашел решение, где вот эту рифленую площадку мы не снимаем. Единственное изменение, которое нужно сделать с этой площадкой для совместимости со всеми остальными площадками, это сделать вот такую небольшую выемку. Вот я вам показываю. В нижней части, вот здесь выемку делаете с помощью надфиля. Вот. Берете обычный круглый надфиль, вот, делаете выемку для того, чтобы эту площадку можно было установить на монопод. Вот. В передней части у него залитый страховочный винт,
которые невозможно, ну, сточить можно, открутить нельзя. На всех остальных площадках 577, получается, вы можете открутить страховочный винт и делать все, что угодно. Здесь это не получится на данном монополе, поэтому здесь мы делаем вот такое углубление с помощью надфиля, и эта площадка уже вот так накидывается на верхний вот этот страховочный винт и вставляется в наш монопод. Все. Теперь эта площадка у меня совместима с 561 моноподом. Там, где у меня раньше устанавливалась 577 площадка, сейчас у меня устанавливается DJI RS3 площадка. Вот. Кстати, здесь она ходит туговато. Ну, не так, чтобы царапать края там и так далее. Этого всего там не будет происходить. Туго она ходит только потому, что вот здесь во внутренней части, сейчас покажу, вот этот страховочный винт, когда вы его заталкиваете до конца, получается, салазки попадают прямо вот в эту прорезь, и он остается снаружи от салазок. И когда вы его отпускаете, он с внутренней стороны, получается, давит на эти салазки в обратную сторону. Тем самым создает такое усилие, и ваша камера просто так выпасть из монопода не может. Да? Вот. Есть, конечно, сбоку винтик, с помощью которого вы можете затянуть, и там ваша камера вообще уже не будет двигаться. Все, здесь мы решили одну проблему совместимости с 561 моноподом, но вы можете сказать, подойдет ли эта площадка на 500 монопод. Она подходит на 500 монопод без никаких переделок, то есть преимущество 500 монопода, что площадка там вставляется не спереди, а она вставляется сверху вниз. Вот. Поэтому там ширина, высота, подъем и так далее не имеет значения, она вставляется сверху вниз. То есть там погрешности могло быть больше. То есть если площадка даже была чуть там шире, повыше, она тоже на тот монопод могла бы установиться. Вот. А здесь чуть жесткие требования, установка площадки либо спереди, либо сзади происходит, поэтому здесь все это ширина, высота вот этого подъема, угол подъема должны соответствовать. Поэтому теперь, если раньше вот с помощью этой площадки я мог прямо на грани только сбалансировать мою камеру, то есть мне приходилось в самый край выдвинуть площадку, насколько это возможно, чтобы зажать винтами, чтобы сбалансировать ее, то есть поймать центр тяжести на моноподе, то сейчас у меня площадка стала немножко длиннее, и балансировать мне будет гораздо легче. Посмотрите, почти в 1,5 раза эта площадка длиннее. Балансировать будет гораздо легче для тех, кто думает, что эта камера, то есть эта площадка будет цеплять большие какие-то объективы. Сразу скажу, вот 24-105, вот такой размер остается. Плюс у меня еще резинчатые шестеренки здесь, ну, кольцо специальное. Вот. И даже с 85-кой GM, а сама 85-ка, если без клетки, невозможно установить 85-ку, площадка будет упираться в нее. А уже с клеткой, в данном случае с клеткой, даже 85-ка не касается этой площадки. То есть данная площадка удобна тем, что ей не нужны винты, тем, что у нее есть оптимальная длина, чтобы сбалансировать практически любой стандартный объектив в пределах 35-100, я не знаю, может быть этот объектив и не сбалансируется на этой площадке, но все 24-70, 28-70 и так далее, все объективы этого типа и все фиксы, там 35 GM,
там Сигмы, 35-ки, 85-ки и так далее. Это все спокойно сбалансирует вот эта одна площадка. Вы, наверное, думаете, почему я так много говорю о балансе и почему это так важно. Для тех, кто не смотрел, допустим, мой урок по моноподу, всем привет, кто в сети, я сообщения здесь не вижу. Почему-то надо будет разобраться, почему. Так, для тех, кто не видел мой урок, как работать правильно с моноподом, найдите на канале этот урок, обязательно его хотя бы один раз посмотрите, чтобы правильно использовать технику, в частности монопод, так как нужно, так как правильно. Не так, как вы увидели и знаете, а так, как правильно. Вот смотрите, я вам расскажу несколько секретов и казусов, которые случаются с моноподами, ну, которые я вижу где-то на свадьбе, да, у остальных видеографов. Вот, допустим, это последние ноги, 500-е, да, они помогают фиксировать монопод в вертикальном положении. То есть раньше были ноги такие, плавающие, да, и невозможно было монопод вот в стоячем положении оставить. Здесь, в последней версии вот этих лапок, спокойно монопод можно установить вот в таком вертикальном положении. И некоторые видеографы, работая на свадьбе, управляя камерой, не отщелкивают вот эту часть. То есть, когда они делают какие-то наклоны, они поднимают задние ножки. И уже стабилизация, соответственно, стабилизация на там 50, 70, 100 миллиметров уже будет совершенно другой, потому что вот эти ножки, они снимают напряжение и позволяют стабилизировать ваше видео на каких-то длинных зумах, да? Имейте это в виду. И даже модель этих ножек тоже влияет на качество стабилизации вашей камеры. Если вы возьмете предыдущие ноги, которые без вот этого фиксатора были, они стабилизируют хуже ваше видео, чем вот эти ноги. Я не знаю, с чем это связано, я не углублялся в разработку данных лапок, да? Но я видел на практике, реально я весь день отработал. Я работаю, это мои ноги, а весь день я отработал на другом моноподе, и там были обычные ноги, без фиксатора вот этого вертикального положения. И реально я весь день ощущал, что стабилизация у меня на том старом моноподе гораздо хуже. Вот. Так вот, первый казус, это что большинство забывают отщелкивать вот этот монопод, и, соответственно, у них здесь получается, если я отщелкнул, я имею возможность даже при небольшом наклоне получить стабильную, статичную картинку, да? А если вы ее не отщелкнете, то у вас какие-то ножки будут подниматься при наклонах, да? И вам неудобно будет делать вообще наклоны какие-то, потому что так или иначе одна ножка будет подниматься, стабилизация будет хуже. Поэтому есть операторы, которые забывают это отщелкивать. Некоторые думают, что ее и не надо отщелкивать, да? Обязательно это дело нужно отщелкнуть и работать в таком положении. То есть вот это положение либо для транспортировки, либо, соответственно, чтобы монопод просто стоял. Ни в коем случае не оставляйте на таком моноподе камеру наверху. То есть перевес камеры в любом случае может утянуть в одну или другую сторону. То есть вот этот фиксатор, он предназначен для того, чтобы вы могли просто монопод прийти и поставить, а не бросить на землю, да? Вот, чтобы он не валялся, не царапался нигде. То есть это очень удобно и практично, да, с этой точки зрения. Поэтому вот этот фиксатор, то, что в нижней части есть, обязательно его нужно отщелкнуть. Идем дальше. Почему я так много говорю о стабилизации и о балансировке камеры на моноподе? Я мало замечаю со стороны, да, что кто-то вообще как-то стабилизирует и балансирует камеру. Мало замечаю. То есть я вижу, что оператор снял камеру с монопода,
что он поснимал какую-то часть с рук, и что он потом эту камеру снова устанавливает на монопод, но я не вижу, что он балансирует камеру на моноподе. Как выполняется вообще баланс камеры на моноподе? Я вам сейчас покажу. Берем, получается, нашу камеру с площадки. Так. Все. И что мы делаем? Мы, двигая площадку вперед и назад, с расслабленным боковым винтом, ловим баланс. Ловим баланс. Так, чтобы наша камера возвращалась в исходное положение. То есть, чтобы не было перевеса. Иначе, если вы сделаете вот такой баланс, вот я расслабил боковой, если у вас камера будет перевешивать постоянно вперед, и вы будете работать в таком положении, то есть обычно съемка ведется в такой оси, да, перпендикуляр, то есть параллельно Земле. И если ваша камера перевешивает постоянно вперед, вот эта рука через час или полтора у вас достаточно быстро забьется, и вы захотите снять напряжение с этой руки. Вот, либо будете тянуть этой рукой назад камеру, либо этой рукой будете подпирать постоянно вперед. Поэтому имеет смысл отбалансировать камеру. На это тратится совсем немного времени. Вот сейчас у меня приблизительно баланс равномерный, да? Да, по весам точно и так далее вы здесь сделать не сможете. Приблизительно балансируем так, чтобы не было явного перевеса ни назад, ни вперед. То есть, когда мы будем снимать обычные кадры с обычного положения, то мы сможем спокойно, вот допустим, я навелся, я снимаю, и я смогу просто расслабить руки и повиснуть на моноподе, не трогая камеру. То есть я спокойно могу сделать, вот, расслабить руки, не тянуть камеру назад, не подталкивать ее вверх и так далее. Я просто расслабляю руки, и вес у меня уходит на монопод сам в этой части, да, если мне не нужно крутить фокус или зум, я просто руки складываю здесь на монопод, вторая рука всегда остается на управлении и на самой клетке. Все, я расслабляю руки и снимаю напряжение, которое должно было идти от перевеса. Вот это очень важно, имейте в виду, при любом съеме и установке вашего монопода обратно, либо делайте риски, либо запоминайте положение вашей площадки, если хотите это делать быстро, либо просто потратьте там 5-6 секунд на то, чтобы сбалансировать вашу камеру на моноподе, чтобы в дальнейшем у вас не было дополнительной нагрузки на ваши руки. Вот. Вот, поэтому я очень много говорю про этот баланс. Теперь, у нас была свадьба, где я говорил про 500-ю голову, да, какое у меня вообще отношение к 500-й голове. Сама по себе 500-я голова хорошая. Вот смотрите, здесь, когда я, допустим, складываю свои руки, и когда, допустим, при длительной съемке я их расслабляю, у меня вот этот винт, он у меня в руку не упирается. Не упирается. То есть он здесь плавно лежит и не трет мне руку, потому что здесь и он такой округлой формы и не давит сильно. А на 500-м моноподе ручка, установленная с правой стороны, она почему-то у меня натирала весь день вот эту центральную часть моей ладони. Хотя при активной съемке я этого винта не касаюсь, но уже когда идет расслабленный момент, допустим, длительный какой-то кадр, я могу настроить экспозицию, экспопараметры, включить запись и расслабить руки, и тогда рука немножко съезжает. И здесь очень важно, что вам здесь ничего мешать не будет. То есть сама по себе головка 500-я, она очень хорошая. Соответственно, у нее больше размер, у нее лучшие пружины для возврата. То есть делать вертикальные панорамы на ней гораздо легче и удобнее, на 500-й голове.
Но она больше по размеру. У меня есть специальный кофр для Манфрота. В этот кофр она точно не полезет, то есть придется мне искать какое-то другое решение. Потом мне не нравится установка площадки сверху. Все-таки на это уходит чуть больше времени, да? И больше опасности для установки площадки сверху. Вот так. Вы когда накидываете, боковой винт расслабляете, устанавливаете площадку сверху. Может быть, я сейчас утрирую и говорю, что это там супер опасно, но мне такая установка площадки, она чуть неприятная, да? Если вы весь день работаете на моноподе и не снимаете его практически с самого монопода, то это вообще не имеет никакого значения. Берите 500-ю голову, она круче, чем это. Но здесь малый размер, здесь какой-никакой возврат есть в обратную сторону. Так что это тоже плюс. И плюс в том, что здесь площадка одевается только с одной стороны. Это очень важно. То есть в ту сторону она не провалится, в обратную сторону она тоже не провалится. И то есть если вы защелкнули уже вашу площадку на моноподе, все, даже если вы не зажали, ваша камера никуда не улетит. Это тоже очень важно. Но ноги обязательно надо брать вот 500-е. Ноги берите 500-е. Что касается по поводу других голов. Вот смотрите, если, допустим, вы верите моему опыту, да, я однажды, этой голове где-то около 6 лет, хотя она выглядит так себе неплохо, да, ей около 6 лет, она работает идеально, ноги работают идеально, лапка тоже работает идеально. У меня монопод, это основное устройство, оно у меня всегда работает хорошо. У меня есть ключ, соответственно, если будет садиться монопод, какая-то секция, я обязательно сразу его зажимаю. То есть однажды я решил, затеял поменять эту голову, и мне предложили King Joy, китайские головы, которые сейчас есть на рынке, они стоят в районе 5300 рублей. У них площадки такие же, 577, да, то есть аналоги вот этих площадок, то есть эти площадки туда тоже можно спокойно установить. Головка приблизительно выглядит как это, один в один. Единственное, что вот этот зажим боковой у них с двух сторон. То есть, чтобы головку расслабить на вертикальные панорамы, нужно зажимать вот этот зажим с двух сторон. Это очень неудобно. Вот. Теперь у King Joy аналога вот этой головы нету вот этого возвратного механизма, да? Нету пружины, которая возвращает камеру назад, как здесь, как на 500-й голове. У King Joy нет этой пружины. Вы не представляете, как я запарился на свадьбе делать какие-то панорамы. Допустим, я человека там с низким ростом держу, постепенно перевожу наверх. Здесь пружина мне всегда помогает вести панораму наверх. Всегда, в любой момент. Мне гораздо легче это делать без напряжения, да? А когда пружины нет, которая возвращает камеру в исходное положение, когда этой пружины нет, вы не представляете вот эти все вибрации, ваши неуверенные движения, напряженные такие вверх и вниз, они все отражаются на камере. Это было невероятно сложно снять что-то нормально. То есть усилий, потраченных на съемку, было гораздо больше с King Joy, чем с этой головой. То есть я полностью один день отработал на King Joy, и я так устал от нее, что вот больше я слово King Joy в своей жизни слышать не хочу. Вы, наверное, часто видите где-то рекламу. Если зайдете, допустим, на AliExpress, вы увидите головки King Joy, и там будет 1000 отзывов, все будут говорить, это крутая голова, она нереальная, она плавная, она то, она все. Вот я вам говорю, как действующий видеограф, который часто и много снимает, который имеет большой опыт, что King Joy это мусор. King Joy это голова, которую можно просто вот
установил на штативе, зафиксировал, зажал и снимаешь. Вот для этого KingJoy нормально. Но когда вы выполняете какие-то панорамы слева направо, снизу вверх, там сверху вниз, для вот этих панорам KingJoy не подойдет. То есть вы просто запорите съемку. То есть сами по себе вертикальные панорамы делать очень сложно. И когда нет пружин при этом, они становятся еще хуже, еще некачественнее. Поэтому это очень важно иметь голову саму, да, с возвратным механизмом, чтобы этот возвратный механизм вам помогал вот эту камеру возвращать назад. Вот. Поэтому на сегодняшний день я не знаю, как Сачлер, я Сачлером ни разу не пробовал, не пользовался. Это одни из самых дорогих моноподов, одни из самых дорогих штативов Сачлера. Вот. Не знаю, как там голова. Есть профессиональные, я видел штативы Benro, мне тоже понравились, ну, движение головы там и все остальное. Видел это давно очень. Но вот на сегодняшний день из той техники вспомогательной для съемки, которую я видел, 500-я голова будет самой лучшей для съемки видео, но не самая удобная. Далее идет вот 561 и есть точно такая же 701 голова. Единственное их отличие будет в том, что на 701 голове вы можете удерживать нижнюю часть и панорамить только головой. То есть если здесь панорама выполняется целиком с кручением ножки, то на 701 вы можете просто зафиксировать ножку и делать панораму только головой. Вот. 701 голова, она на элементарных штативах устанавливается, и там нужно вот это такой горизонтальная панорама для выполнения горизонтальной панорамы. А здесь на моноподах это все работает как единое целое, то есть панорамим все целиком. По поводу еще быстросъемных площадок. Так, вопросов пока нет, это очень хорошо. По поводу быстросъемных площадок, есть на 500-й голове стоит вот точно такая же площадка, как и 577-я, то есть по ширине они одинаковые, но она немножко длиннее. То есть на 500-й голове площадка будет приблизительно такая же по длине, как и площадка от RS3. Но единственный момент, что площадка от 500-й головы тоже не будет подходить на сам трехосный стабилизатор RS3. Вот. И еще момент, как я уже говорил, эту площадку вам придется затягивать на 2 винта. Не как площадку от DJI RS3. Поэтому здесь удобство то, что нету винтов, то, что площадка сама по себе длинная, и то, что эта площадка совместима с 561 головой, да? Ну, то есть с площадками 577, которыми я пользовался раньше. Вот. Кто-то до сих пор, ну, кто-то не знает, это вполне себе возможно. Есть у RS3 специальная маленькая площадка, здесь устанавливается сверху, и только на нее устанавливается камера, да? Кто-то пользуется таким вариантом, но тогда целиком ваш удельный вес, он становится выше, да? И при установке на трехосный стабилизатор напряжение на моторах возрастает, потому что центр тяжести тоже чуть увеличивается. Вот. То есть чем ближе сама камера к площадке, тем меньше у вас будет нагрузка на моторы, и тем дольше проживет, допустим, ваш трехосный стабилизатор. Да? Теперь, есть еще один момент, который я хотел упомянуть. Показываю. Сейчас я найду маленькую площадку.
Сейчас я ее быстро установлю. Ну так, чтобы показать вам разницу. Так, вот вариант, который сейчас большинство пользуется, это вот из комплекта устанавливаем маленькую площадку от DJI RS3, устанавливаем эту площадку на свое место. Вот, допустим, мы сбалансировали камеру, зажали эту площадку, да? И как проходит установка данной площадки? Мы ее просто заталкиваем до конца и зажимаем. Все, площадка установлена. Готово. То есть вот в таком виде они работают, большинство операторов, да? Но в чем неудобство такого варианта? Обратите внимание, что расстояние до камеры увеличилось. Соответственно, данный подвес, получается, нужно будет опускать вниз, чтобы сбалансировать камеру более тяжелую, да, получается. Чем выше ее высота, тем ниже вот эта часть площадки должна быть, чтобы сбалансировать ее. И тем больше будет нагрузка у нас на моторы, потому что общий вес тоже у нас увеличился. И большинство рекомендаций связано с тем, что мы оставляем данную площадку, уже сбалансированную площадку, оставляем на трехосном стабилизаторе, и для того, чтобы начать работать, нам достаточно сделать вот это движение. Раз, и включили трехосный стабилизатор, и мы уже готовы. Теперь смотрите, я делаю то же самое, только без этой маленькой площадки. И как выглядит данная сборка. И почему она лучше, я вам тоже расскажу. Вот смотрите, основной минус такого варианта, уже сбалансированного, да? Основной минус такого варианта, что в любом случае вот это транспортировать будет сложнее. То есть, когда вы будете переходить с одной локации в другую локацию, в неподвижном варианте вот это все транспортировать очень сложно. То есть это должно как-то лежать криво-косо. В сумку это в таком виде ты не положишь. То есть для транспортировки в любом случае тебе придется отжать и снять эту площадку. Так или иначе. Но чтобы это все потом быстро обратно собрать, ты должен просто запомнить, здесь есть, соответственно, линейка в нижней части, да, ты должен запомнить, на каком значении у тебя стоит площадка, чтобы постоянно ее не настраивать заново. Вот. Этот вариант мне не нравится только потому, что здесь удельный вес камеры, он повышается, нагрузка на мотор увеличивается, и необходимости вот в этой маленькой площадке практически нет. То есть теперь смотрите, совместимо со всеми остальными площадками, что мне делать? Чтобы установить вот эту площадку быстросъемная, соответственно, какая-то совместимая, чтобы это все можно было зажимать и так далее. И опять, я ее установлю, эту площадку, у меня нижняя площадка должна двигаться вперед-назад. Хотите вы того или нет, все равно балансировать придется на моноподе. То есть уже с этой площадкой нужно городить какую-то двухэтажную систему, да, для того, чтобы... И это придется вам делать на всех устройствах, не только на моноподе. Ну, допустим, с трехосным стабилизатором мы решили, ну, пойдет, да. На моноподе уже будет сложновато. Далее, на кране тоже придется покупать дополнительную площадку. На плечевом риге дополнительную площадку, на какой-то доле и так далее. То есть, чтобы использовать вот эту площадку, придется покупать еще 4 совместимых нижних части, чтобы на любом устройстве можно было ее установить. То есть она никак не совместима с 577. Теперь смотрите, вариант, которым я пользуюсь и который я вам уже показал.
А просто логичное суждение и вывод сделайте уже сами. Вы можете, конечно, работать на каких-то нереальных площадках. Так, отжимаю. Я устанавливаю площадку. Ни один объектив не будет касаться у меня нижней части площадки. То есть с этим проблем нету. Площадка стоит идеально, не слишком близко к верхней части. Теперь, когда мне нужно установить, допустим, быстро эту площадку на трехосный стабилизатор, все это делается легко. Вам достаточно запомнить цифру, на которой была установлена площадка. Допустим, на +3. Все, на +3 поставил. Готово. Теперь смотрите, какое расстояние между камерой и нижней частью. То есть здесь удельный вес вот этой всей системы и его балансировка будет гораздо проще. И напряжение на мотора будет ниже, потому что и вес камеры уменьшился, и центр тяжести камеры тоже уменьшился. Вот. Поэтому балансировать эту камеру с этой площадкой будет гораздо легче. Теперь, если я хочу это все снять, это все тоже снимается очень быстро. И хочу установить на монопод. Все. Нету дополнительных двухэтажных систем, площадок, лишних устройств, болтов, винтиков, гаек, быстросъемных, смежных каких-то площадок. Ничего нету. Вот я вам сейчас остальные устройства покажу свои и как я на них устанавливаю. Да? Вот я площадку снял. Это был монопод. Это у меня угольник от крана. Угольник от крана. Я устанавливаю эту же площадку. Я тут переделал немножко, страховочный винт перекинул в другую сторону. Все, я спокойно могу работать на кране. Без дополнительных площадок. Стояла 577. Идем дальше. Опять. Я и здесь могу балансировать камеру. Вперед-назад, как и на моноподе. Это очень удобно, без дополнительных каких-то устройств. Далее. Плечевой риг. Та же история. То есть 577 нижняя часть, площадка, да? Риг можно балансировать, двигать площадку вперед-назад, никаких ограничений нет. Скажите, как можно улучшить сейчас, вот я вам показал вот эту всю систему, да, что я заменил свою старую площадку 577 на площадку от RS3. Вот, я заменил 577 площадку на площадку от RS3, и эту площадку я сделал совместимой со всеми моими устройствами. Без дополнительных вложений, без дополнительных винтиков, гаек и так далее, и так далее. Что может быть быстрее и лучше? То есть основная проблема использования вот этой системы у многих заключается в том, что невозможно быстро установить, придется каждый раз балансировать. Достаточно один раз сбалансировать свой риг на этой площадке, трехосный стабилизатор, запомнить значение, где стоит у вас площадка, и после этого просто заталкивать эту площадку, двигать до вашего значения. Все, никаких балансировок дополнительных здесь не требуется. Все готово к работе. Если у вас есть вопросы по площадкам, какие-то задавайте, я на них отвечу, пока я здесь, или
Если вы будете смотреть это позже, можете писать комментарии, я отвечу на ваши комментарии. Не, ну у кого Ронин 3, в принципе, там площадки одинаковые, насколько я помню. Ронин 3 Pro, он был у меня недавно, пару дней назад, мы смотрели, и тот трехосный стабилизатор, и RS3, площадки у них одинаковые, они совместимы между собой. Они абсолютно одинаковые. Вот. С двухэтажной системой про замену батареи, ну, не такая важная штука, чтобы городить себе дополнительный этаж, да, замена батареи. То есть в любом случае на это нужно потратить время, да, то есть отключить, сдвинуть, заменить батарею, заново включить. На это уходит время, и вы там, ну, не сэкономите 3 минуты, если у вас будет двухэтажная система. Поэтому здесь никакого преимущества я не вижу. Единственный момент у меня вот с этой двухэтажной системой, вот на кране у меня был такой вариант, вот я вам сейчас покажу. То есть до сих пор у меня площадка 577 стояла вот так. И чтобы можно было зажимать, получается, площадку, мне нужно было увеличить высоту. То есть под этой площадкой у меня стояла еще одна площадка, чтобы я мог крутить вот этот винт и менять батарею. По-другому установить, вот таким образом установить камеру не получалось, потому что HDMI кабеля упирались вот в этот угольник, и невозможно было развернуть камеру в обратную сторону. Но сейчас вот с этой площадкой, которую вы видите, с RS3, да, я нижнюю часть уменьшил, то есть общий вес, соответственно, я эту площадку нижнюю двухэтажную просто снял, выбросил. И теперь у меня площадка устанавливается вообще с другой стороны, HDMI кабеля у меня с этой стороны. Вот, и высота у меня уменьшилась. То есть я уменьшил высоту не только на трехосном стабилизаторе, я уменьшил высоту и на самом угольнике для крана. То есть на крановскую головку тоже будет меньше нагрузка в таком случае. И теперь этот винт у меня находится с этой стороны. Это очень удобно. То есть я зажимаю камеру и все. Да, замена батарей, но здесь, допустим, замену батареи я делаю так. Я просто разворачиваю ее, меняю батарею и обратно закручиваю. Все. На моноподе там, да, нужно будет отодвинуть. Обычно я полностью снимаю площадку с монопода, чтобы там заменить какую-то батарею. Все. На кране я батарею не меняю, потому что там у меня стоит powerbank на весь день. Вот. А так на моноподе, да, 3 батареи и дозарядка бывает. Так, я вопросы прочту. Ну, опять, конечно, я не буду ругать системы, которые вы себе придумали, в которых вы работаете. Если вам удобно, работайте, да. Но я не вижу здесь проблемы, допустим, перебалансировки трехосного стабилизатора. Если вы его один раз отбалансировали, да, вы просто на свое значение подгоняете площадку, и она уже стоит на месте. Насчет балансировки на моноподе, это занимает 5 секунд. То есть удельный вес общей камеры становится меньше, вы тратите плюс 5 секунд на, допустим, балансировку на моноподе и потратите там плюс 10 секунд на замену батареи, да? Но не бывает такого, что вам нужно
вот именно эти 5 секунд вы пропустили, и вам там деньги не заплатили, да, или там вот именно вот 10 секунд. Вы же не ждете, не снимаете, я никогда не снимаю до последнего, да. Я вижу, если момент, у меня садится батарея, и, допустим, далее идет какой-то длительный танец, будет танец жениха и невесты, я не сажаю батарею во время танца жениха и невесты. Я поменяю батарею до начала этого танца. Вот. Поэтому время для замены и балансировки на моноподе всегда найдется. Это дополнительные 5 секунд. В этом ничего такого сложного нету, чтобы городить там такую систему. Защелкнул, и все нормально, защелкнул, и все нормально. Я понимаю, о чем вы говорите, но почему-то мне не хочется вот с этим дополнительной высотой, дополнительным весом работать. Вот. И я люблю вот такой минимализм, да, когда ничего лишнего, поэтому тот вариант, который я до этого показывал в нескольких шортах, если перекрутите, увидите, что я сюда устанавливал дополнительную площадку, но не такую, а немножко другую, да, для того, чтобы 577 сверху нее установить. Вот. От этого варианта, ввиду логичных суждений я отказался и вот пришел к этому. Пришлось немножко там переделками заняться, но они минимальны. Но все, что сейчас, допустим, я имею, я не знаю, как это можно улучшить. Вот эту систему переброски и быстросъемных площадок здесь улучшить я не знаю как. Вот что сделать, чтобы это было лучше. Может быть тяжелее, да, но лучше вряд ли. На камерный микрофон пушка? Нет, переубеждать что, если вам удобно, работайте, да, кто-то любит там работать с рук, и он кайфует от этого, да, и пусть работает, что ему можно сказать. Если люди платят за это, значит кому-то нравится. Вот. Дело уже в ваших личных предпочтениях, удобствах, да, как вы организуете вот эту всю систему для себя, чтобы вам было приятно и удобно работать. Я вот организовал так, и у меня относительно питания тоже есть бзики, да, и я в одно время я понял, что у меня слишком много разных зарядок там. Зарядки на 970 батареи, зарядки на Sony, потом зарядки, пауэрбанки там на какие-то другие устройства. И слишком много вот этих зарядных устройств я должен был с собой таскать. И чтобы решить эту проблему, я все перевел на питание от Type-C. Вот. Теперь у меня один блок на 65 Вт, с помощью которого я заряжаю все. Это же удобнее? Удобно. То есть мы сами оптимизируем собственное пространство, да, для того, чтобы было удобно нам работать. Вот. Кому-то будут интересны эти идеи, кто-то захочет чего-то другого, это ваше право. Насчет микрофона на свадьбу. Несколько раз я себе задавался этим вопросом, потому что звук, допустим, на камерах А7 IV звук отвратительный. Вот. И я подозреваю, что он отвратительный ввиду того, что по умолчанию значение на А7 IV значение звука стоит на 26. То есть первые свадьбы сняты и при просмотре оригинального звука, для меня оригинальный звук значения особо не имеет, потому что я практически все использую с зума, с пульта и с микрофонов. Вот. Оригинальный звук с камеры в зале я вообще не использую. Вот. Поэтому на первых свадьбах я заметил, что здесь есть какие-то перепады нереальные, частотные, да? То есть где-то слишком звонко музыка звучит, потом громкость вроде такая же, но частоты уже другие. И все это, меняется на ровном месте, да? И все это остается, ты стоишь на одном и том же месте, а частоты меняются, как будто где-то
получаются перегрузы, и там компрессор, лимитер начинает рубить эти частоты, и звук искажается и неприятно звучит. И мне так кажется, что вот это значение по умолчанию, которое стоит 26 громкости, да, на самом устройстве. Я сейчас, вот на последних свадьбах, оно у меня выставлено на 15. На 15. И сейчас вот таких перепадов и отвратительного звука, сильно отвратительного звука я не слышу. То есть, когда я устанавливаю там Rode Wireless Go и пишу петлички, с петличек я устанавливаю звук на 6 на 9. Автоматически звук у меня привязан вот к этой крутилке самой правой, да, на A7 IV, вот к этой крутилке. Вот. То есть он сразу, я его кручу, у меня звук меняется, да. В любой момент я могу его подкрутить и изменить уровень громкости. Вот. Поэтому значение камеры A7 IV, которая стоит по умолчанию 26, оно слишком высокое, и там идет активная работа либо компрессора, либо лимитера. Он звук убивает, ну так хорошо, так вот просто слушать становится неприятно этот звук, поэтому на данную камеру, если вы хотите более качественный звук, я бы рекомендовал все-таки какую-нибудь пушку купить. Причем пушка, если брать с точки зрения мобильности и удобства, надо брать соневскую пушку, которая берет заряд самой камеры. То есть без дополнительных проводов, без включения, выключения, питания, там, батарейки и так далее, чтобы этого не было. Либо предпоследний микрофон вот такой в верхней части капсулы у них стоит, он на ручку похож от клетки. Либо самый последний микрофон, модель, я вам потом в комментариях скину, предпоследний микрофон на него, который питается от этого входа, от джека Mini 3.5, не 3.5, а с верхнего джека, он стоит 30-32 тысячи, а последний микрофон, он размером поменьше, он разнонаправленный, у него есть широкая кардиода, узкая и супер узкая, да? По-моему, у него есть 5 позиций по настройкам микрофона. И вот именно последний вариант для меня самый оптимальный. То есть он стоит тоже дорого, в районе 50 тысяч, но это будет, наверное, самый оптимальный вариант не пользоваться, допустим, Rode Wireless Go, просто подошел к человеку, включил кардиоду и начал запись. Это очень быстро делается. То есть без, как я уже говорил, все настолько настроено, чтобы вы без остановки, без принуждения просто поставили, сделали, сняли, ушли. Все очень быстро, мобильно, да, должно быть. Особенно если вы занимаетесь репортажем, хотите при этом хороший звук. У вас должен быть микрофон без зарядки. То есть лучше отдать там лишние несколько тысяч, взять родной микрофон соневский, последний, он такой небольшого размера, стоит 50 тысяч, питается от вашей батареи Sony, у него есть разнонаправленные капсули, то есть этот микрофон перекроет практически все задачи. Единственное, если вы будете где-то там снимать человека на расстоянии там 6-7 метров, там да, петличка уже нужна будет. Но в стандартных свадебных ситуациях, когда вы берете пожелания, интервью на расстоянии 2-3 метров в закрытых комнатах, достаточно будет просто накамерного микрофона с суперкардиодной направленностью. Вот этого будет достаточно. Поэтому здесь вот для решения звука для этой именно камеры, это последний микрофон от Sony. Самый дорогой, но самый лучший получается. Вы можете там, конечно, пойти по другому пути, взять NTG3 или NTG8, да, они будут вот такого размера, там 27-30 сантиметров, они длиной, плюс там нужно будет дополнительную батарею, плюс вам нужен будет переходник с XLR на mini jack 3.5,
И вот эта вся махина, которая у вас сверху вы нагородите, вы с ней будете перемещаться и выглядеть устрашающе. Вот. Если вам это надо, делайте. Если нет, берите родной микрофон. Вот. По качеству он хороший, по интервью я смотрел, он тоже неплохой, суперкардиода у него работает честно, то есть вполне себе можно какие-то голосовые вещи уже писать внутрь камеры сразу, без всяких беспроводных петличек, без всяких кабелей, шнуров и так далее, и записывающих устройств. Вот. Поэтому решение микрофона здесь только, вот, я вижу только одно. Да. Видео фристайл нам пишет, что очень важный звук подмешивать. Если вы посмотрите, я не думаю, что вы смотрели мои какие-то видео предыдущие, да? Если вы посмотрите монтаж свадеб, которыми я занимаюсь, у меня есть в прямом эфире несколько реальных монтажей, и каким образом я там использую звук, да? Каким образом я записываю звук, я тоже, у меня есть об этом отдельные уроки, и почему я не использую звук с камеры, я об этом тоже говорил и показывал на примерах в отдельной трансляции. Либо это урок был, либо трансляция, надо посмотреть. Но все, что связано со звуком, по-моему, у меня в 2 уроках про Zoom H4n Pro. Вот, как выглядит его звук, как записывать атмосферу в зале, как смешивать его с оригинальным звуком, почему я не использую родной звук с камеры, ну и так далее, и так далее. Все эти вопросы мы обсудили, да. Если вам интересно, можете найти отдельные уроки по Zoom H4n или посмотреть оригинальный, монтаж какой-нибудь свадьбы моей. Я там показываю, как я использую звук и создаю атмосферу. Вот. Мне для атмосферы не нужен звук с камеры. Вот. Я от этого избавился, потому что от атмосферы с камеры я хотел избавиться уже в 2010 году. Поэтому атмосферу с камеры я просто убирал. У меня тогда был чистый звук только с пульта. Я с помощью плагина, по-моему, азитоповского, добавлял реверберацию, чтобы у меня получилась акустика зала. То есть как таковых шумов из зала у меня не было, но акустика зала была, как будто звук звучит реально в зале, да. И вот этот чистый звук с пульта я делал похожим на звук, звучащий в зале, я его использовал. Потом я усовершенствовал этот момент и начал записывать на микрофоны. То есть дополнительные 2 микрофона, которые на Zoom H4n установлены, они у меня пишут 3-й и 4-й канал с колонок, куда вместе с звуком из колонок идет и атмосфера зала. Да, она идет не так отчетливо, как хотелось бы, но она идет. Если бы я захотел атмосферу зала улучшить, тогда мне нужно было просто дополнительный какой-нибудь зум кинуть в центр зала. Но какой в этом смысл? Вот. Атмосфера должна быть общая. Никаких частных звуков в вашей атмосфере быть не должно. Допустим, у вас идет 3-камерная работа, да? Вы снимаете 3-камерную работу. И теперь вы снимаете на 3 камеры. Вы снимаете на 3 камеры, у вас есть чистый звук с пульта, и вы хотите это все дело переключить атмосферу на звук с камеры. Если вы не снимаете непрерывно,
То есть, если вы делаете паузы, то в любом случае где-то у вас будет провалы. Где-то чистый звук будет без атмосферы от камеры, а где-то будет с атмосферой. И вот здесь будет разница, когда звук заходит на звук с камеры, частотные характеристики вашего звука будут меняться. Когда вы будете останавливать камеру и звук будет пропадать, а звук зума будет продолжаться, то, соответственно, здесь тоже у вас частотные характеристики будут меняться. И проблема не в том, даже если вы будете писать непрерывно на саму камеру, да, то вот смотрите, допустим, одна камера у нас, звук с пульта, и вы хотите сделать атмосферу, взять именно с камеры. Что происходит в этом случае? И почему это неправильно? Там идет равномерный чистый звук, ровный, да, его не надо править, он шикарный по своей записи, ну, скомпрессированный и так далее. Теперь у нас есть звук, но вы же будете перемещаться с камерой, правильно? Вы будете отдаляться от колонок, и вы будете к колонкам приближаться. И вот эта атмосфера у вас, то есть когда вы будете приближаться к колонкам с камерой, допустим, вы снимаете непрерывно, чтобы атмосфера была непрерывная. И теперь, когда вы будете приближаться к колонкам, стоять ближе к колонкам, у вас будет лучше слышен звук и меньше шумов зала. Но когда вы будете снимать с противоположной, с дальней стороны от колонок, у вас будет хуже музыка, но лучше будут голоса людей. И вот эта атмосфера, о которой вы говорите, она у вас будет плавать. У вас будет то в атмосфере, в фоновом шуме, то больше музыки, то больше людей, то больше музыки, то больше людей. Потому что вы все время перемещаетесь. И это будет заметно. Я это уже делал, я это пробовал. Поэтому вся атмосфера, о которой вы говорите, она должна писаться на неподвижный микрофон, направленный в сторону центра. Не направленный в центр, а направленный в сторону центра. То есть, если вы возьмете даже микрофон, воткнете его в центр зала, то вся атмосфера ваша будет идти из центра зала. То есть будут слышны люди, только стоящие вокруг микрофона. И эта атмосфера будет создаваться вот этими людьми, стоящими вокруг микрофона. Но вы можете снимать других людей, и эти звуки, которые идут с камеры, не будут соответствовать тому, что вы показываете. И это уже не настоящая атмосфера ваша. Поэтому нет смысла писать какие-то частные звуки внутри круга. Поэтому микрофон должен стоять намного за кругом, чтобы писать общую атмосферу, общий звук. Тогда, где бы вы ни стояли с камерой, ваш звук общий, он будет соответствовать любому плану, который вы будете делать по кругу вашего танцевального зала. Вот такой есть момент относительно съемки атмосферы, да, оформления в звуковом варианте. Поэтому в этом случае, если вы хотите правильно записать атмосферу, более отчетливо, да, я все-таки акцент на такой явной атмосфере не делаю. У меня в моих видео атмосфера присутствует, но она не выделяется, да. У меня все же больше чистый звук. Вы можете посмотреть несколько работ. Он не настолько чистый, чтобы это звучало концертно, да. Там есть атмосфера. Но выделить атмосферу, вытащить ее вперед чистого звука я не хочу. Это уже звучит, ну, недостаточно качественно, да. Либо должны стоять супер дорогие там микрофоны, желательно 2 штуки по углам зала, которые будут суперкардиодой направлены в центр. И вот эти супердорогие микрофоны должны создавать у вас интершум, который будет смешиваться с хорошим качественным звуком. Тогда вы сможете сделать хороший, ну, вот этот атмосферный фон. А использовать некачественный звук с камеры и говорить, что это какую-то атмосферу создает, ну, в очень редких случаях, когда вот кто-то танцует и вам в камеру что-то орет, вот, вы снимаете этого человека, и вы его потом на монтаже показываете, да, в этом случае я могу перейти на голос камеры, немножко поднять, чтобы было слышно, что человек говорит.
Но во всех остальных случаях, во время танцев это бывает очень редко, что кто-то выделяется, кричит, орет. Это все уже называется беспредел. Поэтому, если все в обычном стиле на свадьбе проходит, то в этом вообще никакой необходимости нету выделять чей-то голос из центра танцплощадки. Нету никакого смысла. Допустим, жениха подбрасывают, этот атмосферный шум, он слышен у меня на микрофонах, направленных на колонку. И этого бывает, чаще всего бывает достаточно. Хлопки людей бывает достаточно. Фон зала бывает достаточно. То есть вот этот весь атмосферный шум, о котором вы говорите, он должен записываться тоже с одной точки. Не с движущейся камеры, а с одной точки. Только тогда у вас и чистый звук, и атмосферный шум, он будет равномерный, не будет скакать. Это все равно, вот как делать переходы неправильные между камерами, которые будут бить вам по глазу, да? Вот то же самое вы будете делать переходы по звуку, или у человека будет в ушах создаваться такой диссонанс, да, что здесь что-то не то. То есть со звуком что-то намудрили, либо перегрузы, короче, непонятно что, да. То есть звук должен восприниматься качественно и приятным, должен быть приятным. Поэтому, если вы хотите вот это, если атмосферный шум из камеры выдавить на первый план, это будет отвратительный звук, и слушать такой звук очень сложно. Я, допустим, пару дней назад выводил крановские съемки с чистого звука. Вот я заметил, что я слушать это долго не могу. Чисто мой слух это уже не воспринимает. Я звук отключил, просто нарезал, и потом звук включил и вывел. Вот. А звуки из пульта, даже некачественно записанные, это, допустим, музыканты были хреновые, да? Даже они воспринимаются лучше, чем запись с камеры. Поэтому здесь эксперименты вам нужно продолжать, и вы должны найти дорогу к более качественному звуку. У R5 хороший звук. У меня R5 была, у него очень хороший звук. Один из лучших, наверное, звуков с камеры, который я слышал, это был звук с R5. По-моему, там 5 микрофонов на тушке, и может быть даже поэтому у него звук очень хороший. Если вы можете, если вам нравится и нравится тому, для кого вы это все делаете, можете, оставить. Все нормально. То есть я когда изучал вопрос улучшения звука, то есть в какой-то момент я понял, что в видео я достиг определенного уровня, и мне нужно тянуть звук, да? Так каким образом можно улучшить звук? И я встретился со звуковиком, я эту историю, наверное, еще не рассказывал. Я встретился со звуковиком, который устанавливает в Москве кинотеатры по 2, 3, 10 миллионов, да? То есть человек, который разбирается в звуках, который собирает огромные усилители, дорабатывает магазинные усилители вручную сам дома. То есть он занимается электроникой, улучшает оборудование, которое есть, может с нуля собрать полностью новый усилитель звуковой и так далее. То есть человек, который разбирается в звуке. И когда я с ним разговаривал, как можно улучшить качество звука, он мне, я ему накидал своих вариантов, предложил запись звука 5.1, и он мне рассказал, как это делается, да, и сказал, какое устройство взять для записи звука, чтобы у меня звук звучал лучше. Вот. И он мне дал несколько ответов, и я понял, что 5.1 городить сейчас для наших клиентов смысла нет, это слишком сложно, и никто это не поймет, хотя можно этим заняться. Вот. В принципе, монтаж 5.1 звука в Edius, он тоже доступен, и с этим тоже проблем нету, да. Но есть нюансы в записи звука 5.1, об этом я в отдельном уроке, в отдельном видео расскажу.
И по второму вопросу, когда я затронул момент улучшения записи звука с пульта, он мне сказал, что аналоговый цифровой преобразователь, который установлен в Zoom на сегодняшний день, ну это было там лет 5 назад, да, не может быть такого размера, чтобы записать хороший звук. То есть в самом устройстве Zoom H4n Pro, да, не может стоять хороший, добротный аналоговый цифровой преобразователь, чтобы записать хороший звук. И он мне предложил отдельную звуковую карту RME UTX называется. Это аудиокарта нашего производства, у нее есть свое приложение, там нужен ноутбук, можно 16, по-моему, устройств туда подключить. Звук, говорит, записанный на RME UTX, будет звучать изначально лучше, чем ты запишешь на Zoom H4n Pro. Но для этого нужны дополнительные вложения. Он тогда стоил 45 тысяч плюс ноутбук. Короче, 1100-120 надо было потратить, чтобы перейти на новый звук. На новый, более качественный звук. Сейчас я вижу решение по улучшению звука одно. Это заменить Zoom H4n Pro на Tascam X8. То есть 24-битный звук на 32-битный звук. Вот я вижу улучшение качества звука вот сейчас в этом. Да, можно усложнить с помощью аудиокарт, звуковика посадить, чтобы он обрабатывал, компрессировал и так далее. Это все слишком сложно, и это немножко другие бюджеты, и это вообще, наверное, я думаю, что это не свадебное, а другое какое-то направление, да, там более киношное или клиповое направление, но звукозаписывающее направление, но не свадебное, да. Поэтому нам нужен что-то такое мобильное устройство, которое будет изначально писать хороший звук. И сейчас, если бзиканет, вот, я куплю Tascam X8, там он может писать 6 каналов, 32 бита звука, там звук будет более четкий, более отчетливый. Все эти тонкие звуки, писки и так далее, тихие звуки можно будет на 400-500% поднимать без шумов. Звучание каждого инструмента вы сможете на слух выделить. Если сейчас, допустим, слушая музыку какую-то, у вас общий звук какой-то идет, вы не можете сконцентрироваться на определенном инструменте, значит битности звука недостаточно, чтобы вы могли распознать там гармошку и слышать только гармошку, да? Вот на 32-битном звуке вы будете эти писки, отдельные инструменты слышать. И это будут слышать и ваши клиенты тоже. То есть реально звук станет лучше. Но, конечно, все еще зависит от того, как вы записываете, кто за пультом и так далее, и так далее. Вот. По звуку мы еще не говорили, по-моему, у нас отдельной темы по звуку не было. Но по звуку, я думаю, отдельно либо эфир, либо что-то я запишу, и мы поговорим про звуковые записывающие устройства, не только которые на пульт устанавливаются, но и которые устанавливаются на камеру, петлички с проводами, без проводов, с зарядкой и так далее. Так, по поводу... Сейчас мне нужна зарядка на iPhone. По поводу... Что там было? У меня батарейки не садятся на Zoom, потому что я Zoom запитываю с Powerbank. У меня Powerbank на 10 000 мА, специальный кабель с USB на джек Zoom H4n Pro. Если вы посмотрите урок по Zoom, я там все показываю, рассказываю. У меня питание идет от Powerbank, несмотря на то, что в самом Zoom тоже стоят новые батареи. Вот. И у меня батареи никогда не садятся, потому что до них просто очередь не доходит. И все питание идет с Powerbank. Вот. И всякие внезапные отключения, включения, ничего не влияет на работу
моего записывающего устройства. Я к сети не подключен, от сети заряд не беру, у меня там этих переносок, удлинителей и так далее я с собой не ношу. У меня все компактно. Вот, поэтому все, что можно питать там от пауэрбанков, я питаю от пауэрбанков, потому что это удобно. Вот, я не тащу отдельные какие-то батареи и так далее. Кстати, заряжающиеся батареи типа ААА я тоже не использую, пальчиковые, да? Они тоже, ну, неконтролируемый вариант, опять. Зарядил, не зарядил, забыл зарядить, короче, непонятно, да? То есть Powerbank, индикация есть, все, два индикатора, ну, допустим, две лампочки горят, все, этого достаточно, потому что для Zoom и Powerbank 10 тысяч мА, там одного деления достаточно на весь день. Вот, он кушает немного и при этом работает непрерывно, постоянно. Стоимость съемки по-разному. У меня она может меняться в зависимости от моего настроения, да, может меняться. То есть, если я устанавливаю какую-то стоимость в начале года, то я стараюсь ее придерживаться до конца, не делаю скидок и так далее. Стандартная сейчас стоимость в районе 50 тысяч, это 2 камеры, 70 тысяч, это 3 камеры и выше, да. Есть по прайсу, есть немножко другие цены. То есть у меня по прайсу идет от 160 тысяч, там это дополнительное световое оборудование, 4 человека, коптер, монтаж, клипы. Если это все включать, прайс у меня начинается с 160 тысяч до 220, по-моему, для Full HD. И с 300 тысяч до 550 для 4К. Ну и 8К тоже есть, говорить на камеру не буду стоимость. Вот. Надеюсь, на все вопросы ответил. Если у вас есть вопросы по быстросъемным площадкам, ваши идеи вы тоже можете публиковать в комментариях. Наш канал развивающий, да, для людей, которые хотят развиваться. В любом случае они для себя что-нибудь выберут. Либо мой вариант, о котором я говорю, либо ваш вариант, о котором вы говорите в комментариях. Поэтому не стесняйтесь писать, общаться. Я на ваши вопросы по возможности отвечаю практически на все. Ну и вы тоже свои идеи можете выкладывать в комментариях. Всем спасибо большое за просмотр. Всего доброго, пока. В долларах, сейчас доллар, ну, посчитайте по 100 рублей, да? Сколько там получается? 50 тысяч это 500 долларов, да? Вот 500 долларов это двухкамерная работа. 1000 долларов, ну, получается 700 долларов приблизительно, это трехкамерная. И там 900 долларов, 1000 долларов это четырехкамерная работа. Вот такие цены. Вот. Это, ну, это самый элементарный вариант съемки. Пришли, сняли, ушли. Вот. Есть другой тип съемки, это по прайсу. Там уже идет от 1600 долларов и выше стоимость. Вот.